Всем привет! Вам настолько понравилось мое прошлое видео покупок из IKEA, что я решила и в этот раз что-то такое записать. Мы вместе, как обычно, все откроем, рассмотрим, и я расскажу, насколько практичны вещи, которые я купила. Погнали! Друзья, а в конце видео я объявлю победителя в розыгрыше 1 килограмма шоколада. Итак, в IKEA я купила вот такую деревянную вилку. Она выполнена из бука, и поэтому мыть ее нужно только вручную. Такая вилка не повреждает антипригарное покрытие кастрюль, сковородок, и ею очень удобно мешать салат. Еще одна нужная вещь на кухне – это подставка под горячее. У меня уже есть большая, вы ее часто могли наблюдать в моих видео. Она очень удобная, качественная, и поэтому я решила прикупить себе еще и маленькую. У подставки есть пластиковые ножки, которые предотвращают повреждение поверхности стола. Она выполнена из нержавеющей стали, и ухаживать за ней очень просто. Протираем тканью, смоченной мягким моющим средством. Если вы искали хорошую подставку под горячее, советую присмотреться к вот такой. Ну а я уже начинаю готовиться к лету. В IKEA появилась очень интересная вещь. Это кувшин с краном. Его объем 5 литров. Для меня это просто находка. Я очень часто делаю различные напитки. Лимонады, холодные чаи, компоты, морсы. И летом будет очень удобно делать их в большом объеме, добавлять лед и наслаждаться прохладными напитками на свежем воздухе. Но для кувшина необходимо дополнительно купить вот такую подставку, чтобы его можно было поставить на любую поверхность и удобно наливать из крана. Ну а мы двигаемся дальше. Следующая моя покупка – это стеклянная миска. Опять же, у меня такая уже есть, но она настолько удобная по размеру, объему, форме, что я решила купить себе еще одну. Сковорода – незаменимая вещь на кухне, которую нам приходится время от времени менять и покупать новую. В данной категории IKEA по цене и качеству меня полностью устраивает. Единственное, мой совет – не покупайте самые дешевые. Я на ней готовлю каждый день. Она равномерно распределяет тепло, пища не пригорает благодаря антипригарному покрытию. Очень удобная ручка, закругленные края, подходит для индукционной плиты. В инструкции написано, что мыть ее нужно только вручную, но я мою ее и в посудомоечной машине, пока с ней ничего не произошло. Далее я купила себе вот такую белую кружку. Для меня важно, чтобы внутри кружка была белая, чтобы я могла видеть цвет моего напитка. Данная кружка сделана из белого фарфора, и на мой взгляд она прекрасно сочетается с любыми предметами сервировки. Следующий товар – это вот такое маленькое блюдо. Его размер 19 на 10 сантиметров. Идеально подходит и для ежедневного использования, и для красивой сервировки праздничного стола. Из данной серии можно купить посуду разного размера. У меня есть еще блюдо большого размера – 21 на 38 сантиметров. Но, к сожалению, пока данный товар в ассортименте IKEA отсутствует. Ну а следующая моя покупка – это мечта каждой хозяйки. Это супер большой салатник из фарфора прекрасного качества. В диаметре блюда 31 см. Имеет глянцевую поверхность, нежно-кремовый оттенок. Такая посуда будет настоящим украшением и праздничного застолья, и обычного обеда. На этом у меня все. Я надеюсь, вам было интересно вместе со мной распаковывать и рассматривать товары из IKEA. Если вы за такие видео, не забудьте поддержать меня пальчиком вверх, мне будет очень приятно. А сейчас мы переходим к самой волнительной части этого видео, к розыгрышу. Буквально через несколько минут мы вместе узнаем победителя, того счастливчика, кто выиграет целый килограмм шоколада. Напомню условия розыгрыша. Нужно было подписаться на мой канал, поставить лайк и написать комментарий. И сейчас мы случайным образом выберем одного победителя. Я копирую ссылку на видео и воспользуюсь рандомайзером. Нажимаем кнопочку «Старт» и ждем, пока программа обработает все комментарии. Ждем, кто же у нас победитель. Но, к сожалению, подписки закрыты. Обидно, конечно, когда хочешь выиграть, программа тебя выбирает, но не соблюдены все условия. Давайте искать победителя еще раз. Обновляем страницу и... К сожалению, опять подписки скрыты. Да что ж такое? Кто же у нас будет сегодня победителем?
Обновляем страницу. И у нас победитель – это Эльвира Волкова. Поздравляю вас, шоколад уезжает в город Чебоксары. Проверяем, все ли условия соблюдены, комментарий написан, подписки на каналы открыты, вижу подписку на свой канал. Свяжитесь со мной в ближайшее время по любым контактам, которые указаны в описании к видео. Всем участникам большое спасибо за участие в розыгрыше и верьте в свою удачу, она обязательно вам улыбнется. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».